Привет, друзья! Вы на канале Яхты на колесах, а мы на проспекте Мира 150. И сегодня у нас обзор оптимального семейного прицепа Adria Altea 472 PK. В одном из прошлых обзоров я назвал Авиву первым шагом в караванинге. Так вот, наверное, Altea это второй шаг в караванинге. Это уже прицеп чуть более высокого уровня, с большим простором, соответственно, понадобятся чуть выше навыки в управлении прицепом, точнее тягача с прицепом, но, тем не менее, что немаловажно, вес прицепа 1,5 тонны. То есть, если ваш тягач от 1500 до 2000 килограмм, вам не понадобится категория Е. Вы укладываетесь в 3,5 тонны в сумме. Почему я назвал этот прицеп в самом начале семейным? В первую очередь потому, что в нем отлично зонируется пространство. Ну, конечно, насколько это возможно для прицепа. Прицеп рассчитан на 6 человек, то есть 2 спальных места в столовой группе. Вот этот стол опускаем, и здесь вот эти подушки ложатся посередине. Основная спальня, мы с вами его посмотрим чуть позже, и 2 вот такие кровати. Наверное, конечно, идеально, если ваша семья, это 2 взрослых и 2 детей, вам вообще будет здесь максимально комфортно. Но, тем не менее, 6 человек может разместиться. Это прицеп линейки 2021 года, то есть здесь есть много всяких фишечек, связанных с этим. Обновленный дизайн, Adria Match и вот Bluetooth-система, то есть здесь установлена аудиосистема. Мы можем подключиться сюда и включить, например, музыку. Также есть трековые светильники и трековые USB розетки по всему прицепу. Даже в изголовьях вот этих 2 кроватей у нас есть трековые светильники, но помимо них у нас есть еще 2 USB розетки вот здесь в задней части возле небольшого гардероба. Кстати говоря, за этой дверкой у нас прячется небольшой, я бы так сказал, детский гардероб, ну то есть какие-то вещи небольшие по объему отлично здесь будут находиться около входа в этом узеньком шкафчике. Кухни я бы тоже не сказал, чтобы каких-то маленьких размеров. Здесь достаточно рабочего пространства. Плита Dometic на 3 огня, газовая, с электроподжигом. Кстати, печка у нас тоже Трума, и она работает как от газа, так и от электричества. То есть вот сейчас у нас здесь нет газа, но мы включили отопление, потому что подключились к питчу. То есть вот такое универсальное решение в этом плане. Возвращаясь к рабочей поверхности, она, разумеется, расширяется за счет вот этой дощечки. Если нам надо, мы закрываем мойку, и, собственно говоря, у нас здесь дополнительная рабочая поверхность. Холодильник тоже Dometic. Ну, в принципе, стандартный, мы такой часто встречаем с вами в прицепах. Небольшой, но и на какое-то небольшое количество продуктов, которые вы возьмете с собой, должно хватать. Над кухней есть 2 шкафчика, и, в принципе, по кухне на этом все. Но только что вот розетка 220 вольт, вот можете видеть, мы здесь аккумуляторы свои сейчас заряжаем. Ну и как бы здесь у нас разные выключатели, есть светодиодные вот эти подсветки под всеми шкафчиками по периметру, и общее освещение наверху, которое от потолка также отражается. Ну и, конечно, точечные треки. Сейчас мы с вами еще раз внимательнее посмотрим. Трековые светильники мы можем переставлять и группировать там, где нам они больше необходимы, или там, допустим, ставить USB-розетки, повторюсь. В столовой у нас есть уже предустановлен опционально кронштейн для телевизора, и также здесь есть вывод под антенну и розетка 220 вольт. Про зонирование я сказал не случайно. Основная спальня у нас отделяется вот такими шторами, и полностью пространство становится как бы приватным. Понятное дело, что это всего-навсего шторы, но это, извините меня, все-таки прицеп. Кстати говоря, кровати в задней части точно так же закрываются шторами. Просто и это есть далеко не всегда в прицепах. Иногда это просто какое-то общее пространство. И даже в автодомах
а здесь это достаточно неплохо зонировано. При входе в туалет в спальню у нас здесь есть еще шкафчики с полочками и, соответственно, еще шкафчики, и тоже все это такие небольшие угловые полочки. А вот с противоположной стороны у нас есть небольшой гардероб, в который можно повесить еще какие-то вещи, наверное, для тех, кто находится в этой спальне. Разумеется, под кроватью есть место для хранения вещей, также здесь расположились блок электрификации, возможно, установка аккумулятора. Также в это пространство можно попасть снаружи через специальную дверь. Кстати, в задней части под кроватью тоже есть место для хранения вещей. Но стоит помнить о том, что в процессе дороги нужно распределять багаж так, чтобы у вас не было разбалансировки прицепа и не нагружать лишнего заднюю часть. Душ и туалет объединены в единое пространство и благодаря этому достаточно просторные. Ну, то есть у нас вот этот поддон, это является как бы полом в нашем туалете. Туалет Тедфорд, и очень интересно решены вот зеркала и раковина, то есть когда раковина сложенная, это полностью единое зеркальное пространство и выглядит визуально шире. А когда вы опускаете, это раковина и шкафчик. Adria Altea 472 PK мы сегодня с вами посмотрели. 2 860 000 рублей она стоит здесь, сейчас, в Москве. И, по сути, это самая главная информация о том, что она находится здесь, на площадке компании «Яхты на колесах» на проспекте Мира 150, в наличии. То есть вы можете приехать, посмотреть и, возможно, ее купить прямо сейчас. Переходите обязательно по ссылке в описании, чтобы уточнять актуальную цену и разные характеристики. А также оставляйте заявку, звоните и приезжайте, смотрите. Это канал «Яхты на колесах». Меня зовут Антон. До новых встреч. Пока.